Всем привет! Вы на канале Dev Kitchen. С вами Егор. Программист с 15-летним стажем, Unity-разработчик, который продолжает делать игры, мучить архитектуру и спорить с нейросетями о том, кто здесь главный. Сегодня поговорим про курсор. Да, я понимаю, что роликов про курсор уже много. Кто-то в них рассказывает о том, как пишут огромные куски кода за пару минут, кто-то сделал стартап за вечер, кто-то рассказывает о том, что программисты скоро вымрут, и мы все будем заниматься доставкой продуктов. Занимательно. А у меня будет своя серия роликов про нейрохрючево, то есть про разработку игр с использованием нейросетей. Попробуем с вами разобраться, а что там вообще происходит под капотом. Чем агент отличается от LLM, что внутри происходит у среды разработки, зачем нужны кастомные агенты, правила, скиллы, команды и бла-бла-бла-бла-бла. А в конце попробуем собрать простую Unity-игру – змейку. И не какую-то сферическую HTML-змейку в вакууме, а полноценную Unity-игру. Да еще и по заранее подготовленной спецификации, так чтобы агент у нас не угадал, что ему нужно сделать. И в мультиагентском пайплайне это все будет работать, да. И вы убедитесь, что курсор — это не какая-то магическая штука, которая делает все хорошо, а это очень мощный инструмент. А как и любой мощный цифровой инструмент, без понимания, как он устроен внутри, как он работает, без правильной постановки задачи, это просто очередной верный способ поехать не туда. Итак, передаем Вове привет. И погнали! Что такое LLM и почему ее одной недостаточно? Для начала разберемся с базой. Что же такое LLM? А LLM — это большая языковая модель. Очень грубо говоря, это такая очень сложная система, которая получает какой-то текст на вход, невероятно сложными алгоритмами его обрабатывает и выдает какой-то текст на выход. Если вы напишите ей «Объясни, что такое dependency injection», она объяснит. Напиши класс для движения змейки, и она напишет. Но проблема в том, что это будет ответ в вакууме, потому что LLM — это просто чат-бот, который не имеет ничего общего с вашим проектом. Она не знает, какая у вас структура папок, она не понимает правила код-стайла, которые вы используете, она не имеет доступа ни к каким конфигам, она не знает, где лежит та папочка, которую лучше не трогать, потому что в ней живет древнее зло. LLM не может открывать файлы в вашем проекте, собирать какой-то контекст, изменять код и проверять результат своей работы. Она просто пишет ответ в чате. Но нам этого мало. И вот здесь на сцену выходит агент. Чем агент отличается от LLM? Агент — это уже не просто чат-бот. Агент — это модель, вооруженная специальными инструментами для работы с вашим проектом. Если очень грубо, то LLM внутри агента отвечает за обработку текста, за генерацию текста, за планирование и рассуждение. А среда разработки дает ей руки и глаза. Глаза — это доступ к структуре проекта, к его файлам, к его коду, к поиску среди этих файлов и так далее. Руки же — это возможность создавать файлы, вносить в них изменения, запускать какие-то команды, использовать внешние инструменты и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этом месте курсор становится интересным, потому что теперь вы можете не перетаскивать куски кода из чата в браузере в ваш проект и надеяться, что оно завезется, а давать задачи агенту прямо внутри вашего проекта, чтобы он работал с его контекстом. Например, попросить какую-то доработку, спросить, где располагается тот или иной сервис, какой у него API, как с ним работать, попросить исправить ошибку, распланировать работу и потом ее выполнить. И агент уже будет не просто придумывать какие-то абстрактные ответы и писать вам в чат, он будет полноценно работать с вашим проектом, вести цикл разработки. Но, как говорится, есть нюанс. Так как агент использует внутри себя LLM, то он наследует не только ее сильные стороны, но и болячки. А это значит, что он может абсолютно уверенно говорить полную ерунду. Прям спокойно, структурно, с хорошими формулировками, по пунктам расписывая свои выводы. А так как LLM изначально настроена на то, чтобы выдавать ответ максимально похожий на то, что вы хотите получить в итоге, уверенная подача будет скрывать слабое понимание контекста и скрытые ошибки. А она может ошибаться. Ох, еще как может. Она может не понять архитектуру, она может выбрать неправильный путь решения проблемы. Она может написать кучу кода, очень солидного кода, который при этом вообще не ложится в плоскость вашего проекта. А серьезный вид кода — это еще не гарантия, что код хороший. Это просто серьезный вид кода. Какие задачи решает курсор? И дальше возникает логичный вопрос. А с чем же вообще курсор может нам помочь? Потому что если по старинке воспринимать его как функцию автодополнения кода или какого-то чат-бота, то это будет очень узкий взгляд. А на практике же курсор полезен нам в нескольких сценариях.
Во-первых, это справка. Например, вы открыли какой-то старый проект, смотрите на кусок кода, который писали полгода назад, и там уже видно, что автор был сильно уставший. И тут можно попросить курсор объяснить, что делает этот модуль, как он работает, какие у него зависимости и зачем он вообще существует. Во-вторых, поиск. И это будет не просто поиск по строке, это будет полноценный поиск по смыслу. Вы можете просто своими словами описать, какой кусок кода вы хотите найти, и курсор предоставит вам все на блюдечке. В-третьих, это редактирование. Вы можете попросить его добавить новый функционал, и это может быть как отдельная строчка кода, так и целый класс или полноценный программный модуль. Вы можете попросить его помочь вам найти плавающий баг, при этом он сам подметит места, в которых нужно расставить логи, потом вместе с вами их проверит и поможет решить проблему. В-четвертых, это организация процесса разработки. И вот это уже круто, потому что курсор предоставляет инструменты для создания полноценного пайплайна разработки с использованием кучи агентов, у каждого из которых своя какая-то зафиксированная специфическая роль. Также он предоставляет доступ к различным дополнительным инструментам. Например, таким как правила, ведь без конкретных правил вы не сможете добиться стабильной разработки на проекте. Или к командам для облегчения работы с повторяемыми задачами. А для специфических задач он предоставляет возможность создавать специальные агентские роли. А для типовых процессов вы можете создавать скиллы. И все это описывается в виде промптов. А лучше всех промпты для агентов пишут агенты. Звучит как начало восстания машин, но на практике это очень удобно. Если вам нужно создать какого-то агента, кастомного скилл, команду, правил или еще что-то, то вам не обязательно сидеть и героически писать это все с нуля руками. Вы можете просто попросить курсор об этом в чате. Курсор уже умеет работать со своими внутренними сущностями, знать, как их оформить, как их создать, куда положить и как интегрировать в редактор. А наша задача не угадать идеальный markdown ритуал, а просто своими словами объяснить курсору, что мы хотим получить, а потом проверить это и в случае необходимости поправить. Главное не забывать, что сгенерированная инструкция не становится правильной автоматически. Это такая же часть вашего проекта, как код, и поэтому ее нужно проверять и в случае необходимости исправлять и поддерживать всегда в актуальном состоянии. А со временем вы начнете замечать интересные изменения. Чем больше вы будете работать с курсором, тем лучше вы будете понимать, как все это устроено и как это работает. Какие инструкции работают хорошо, а какие формулировки приводят к странным результатам. Где агенту надо дать больше свободы, а где, наоборот, надо все огородить колючей проволокой, поставить табличку «Вход воспрещен» и охранника собакой автоматом. В какой-то момент курсор все меньше будет автором ваших промптов. Он начнет выполнять роль редактора и технического секретаря. Вы уже сами будете понимать, каким должен быть агент, чтобы корректно выполнять поставленную перед ним задачу. А курсор просто поможет это все аккуратно записать, зафиксировать, причесать и не забыть какие-то важные детали. То есть сначала он формулирует инструкции за вас, а потом просто помогает записывать ваши собственные требования. И вот это, на мой взгляд, наиболее здоровый режим работы. А теперь давайте заглянем в редактор и пробежимся по самой главной его части – по чату. В курсоре чат – это не просто окошко, куда мы пишем «сделай красиво». Это основной интерфейс взаимодействия с агентом. Через него мы задаем вопросы, просим объяснить код, запускаем реализацию, согласовываем план, ищем баги, подключаем инструменты и управляем тем, насколько глубоко агент может лезть в проект. Но важно понимать, что в чате есть разные режимы работы. И это не просто косметический переключатель. Режим определяет, что агент вообще имеет право делать. Только отвечать, планировать, менять файлы, запускать команды или работать с отладкой. Агент может переключаться между 4 основными режимами – Ask, Agent, Plan и Debug. Есть еще мультитаск, но это уже не просто 5-й режим в этом списке, а отдельный способ параллельной работы через несколько sub-agents. И еще важный момент – у режимов свой контекст. То есть, если вы долго обсуждали задачу в одном режиме, потом переключились в другой и ждете, что вся история идеально перетечет туда сама собой, курсор может посмотреть на вас, примерно как Unity на отсутствующую ссылку в редакторе. Вроде все было рядом, но теперь там null. Поэтому под новую крупную задачу лучше открывать отдельный чат, а не тащить за собой обрывки старого контекста. Режим Ask. Итак, режим Ask. Ask – это режим сначала понять, потом трогать. Он нужен, когда вы хотите разобраться в коде, архитектуре, флоу, зависимостях, но не хотите, чтобы агент что-то менял. Например, объясни, как работает эта система, где создается этот объект, почему этот модуль зависит от того фасада и так далее. Это хороший режим для анбординга, код-ревью, поиска нужного места в проекте и разведки перед изменениями.
То есть ESC – это такая безопасная лампочка в темной комнате. Она светит, но мебель не переставляет. Для примера мы можем спросить у него, а что это за такая загадочная папка CodeGraph в проекте. Ну и вот он нам выдал, что это локальная папка проекта для CodeGraph, индекс кода, который курсор использует через MCP-сервер, бла-бла-бла-бла-бла. И таким образом вы можете общаться с агентом в режиме ESC, как с обычной вашей LLM-кой в чат-боте, задавайте вопросы, она вам будет отвечать на них в рамках вашего проекта. Agent – это основной режим реализации. Здесь курсор может делать поиск по проекту, читать файлы, менять код, создавать новые файлы, запускать команды, пользоваться терминалом и подключенными инструментами. То есть, если ESC – это просто «объясни», то у Agent больше возможностей. Он может и объяснять, и делать. Если вам нужно добавить, изменить функционал, написать скрипты, исправлять баги, то это сюда. Но именно поэтому в режиме Agent нужно особенно внимательно смотреть на div, потому что это режим, где агент не просто говорит, он действует. А действующий агент без рамок – это иногда очень продуктивно, а иногда очень интересно. В плохом смысле слова. Попросим его для примера сделать что-нибудь простенькое. Итак, вот он нам создал какой-то скрипт, отчитался об этом. А еще можем попросить его добавить этот скрипт прямо на сцену и запустить игру, чтобы его проверить. Ну, это было не видно, потому что у меня на другом окне редактор, но он вот прикрепил объект Hello World Object, добавил ему скрипт, запустил сам сцену, и мы видим вот сообщение в логе. Четенько. И дальше он перед нами отчитался, что это сделано через Unity MCP, такая-то сцена, то-то, то-то. Создан объект, на объект добавлен компонент, иерархия сцены, плеймод запущен. Угу. И он даже консоль прочитал. Смекает. Так, что у нас там дальше? Plan. Plan – это режим, где курсор сначала исследует задачу и предлагает план, а код начинает менять только после того, как вы нажмете кнопку Build. Это удобно, когда задача большая, мутная или архитектурно рискованная. Например, нужно переделать модуль, затронуть много файлов, выбрать подход, понять зависимость или согласовать порядок работы до реализации. В таком режиме агент сначала читает проект, задает уточнения, собирает планы, дает вам возможность посмотреть, туда ли мы вообще собираемся идти. И это очень полезно, потому что иногда лучший способ починить проект – это не давать агенту сразу начать его чинить. Сначала пусть объяснит, что он собирается сделать, а уже потом кнопка Build. Не знаю, что из этого получится, но давайте попросим его спланировать разработку игры крестики-нолики. Если планер что-то не понимает в вашем требовании, он может задавать вопросы. Это здорово. Но опять же, не стоит надеяться на то, что он будет копать до последнего ваши требования, потому что он не может здесь найти все дыры в описанной вами логике, и лучше передавать ему на вход как можно лучше расписанную спецификацию. Вот, он подготовил нам план, расписал какую-то целевую структуру ассетов, описал контекст проекта, сделал диаграмму архитектуры, правила игры, скрипты, префабы, настройку сцены, этапы реализации. Сейчас это все не важно, потому что моя цель сейчас просто показать вам, как это все выглядит. На этом этапе вы можете просить его внести какие-то изменения в этот план. Он будет все это обновлять. На выходе он выдаст несколько тудушек. И дальше мы можем нажать кнопочку Build и выполнить либо в этом чате, либо выполнить в отдельном изолированном контексте. Выполним это все локально, прямо здесь, чтобы видеть, что он делает. One eternity later. И вот он наконец закончил. Пишет отчет, что он сделал по коду, что он сделал по ассетам. И пишет, как играть. Откройте сцену, кликайте, компьютер отвечает, заново новая партия. Давайте посмотрим. Вот действительно появилась какая-то сцена. На сцене есть какой-то интерфейс, есть какая-то кнопка заново. Давайте попробуем запустить. Мы видим, что выделяется активная ячейка. Смотрите, оно работает. Оно работает. Давайте попробуем выиграть. И мы проиграли. Так, не, мы должны выиграть. Компьютер не может быть умнее нас. Many months later.
Так, неважно. Главное, что оно работает. И вот так вот легким движением руки, вообще без какой-либо спецификации и требований, он сделал нам игру. И все настроил в Unity. И оно работает. Чудеса. И дебаг. Дебаг – это режим для поиска багов. Там, где нужно не просто гадать по статическому коду, а опираться на воспроизведение и рантайм доказательства. То есть, когда у вас нет четкого представления, где конкретно проблема, а есть что-то вроде, после 5-го клика все ломается. Иногда не приходит событие, или в рантайме меняется неправильное состояние. В таком сценарии агент может предложить гипотезы, добавить временную инструментацию, попросить вас воспроизвести баг, посмотреть логи, сделать точечный фикс и, в конце концов, убрать временные логи обратно. И ключевое слово «точечный», потому что дебаг – это не режим про «перепиши мне весь модуль с нуля, и, может быть, оно заработает». Это режим «давайте поймаем конкретную проблему за хвост». Например, мы можем попробовать что-нибудь сломать в наших крестиках-ноликах и попросить его найти эту проблему. Меняем знак равенства, запускаем игру, смотрим, как оно работает, и ловим ошибку. Дальше, с этой ошибкой мы можем пойти к нашему агенту в режиме дебаг и сказать: вот как мы видим, он высказал какую-то гипотезу, сделал предположение, добавил какие-то инструменты для отслеживания и попросил нас что-то сделать. Так, шаги воспроизведения. Дождитесь перекомпиляции скриптов в Unity, запустите сцену, сделайте один или несколько ходов, чтобы наступил ход ИИ. Вот, мы сделали, что он спросил, он увидел логи, подтвердил свою догадку и внес изменения. Давайте перезапустим, сделаем ход, и все работает. Нажмем «Просит». Все, он видел, что проверка пройдена, и сейчас удаляет отладочное логирование. Нашел баг, помог нам его исправить, а мы просто кнопочки понажимали. Мультитаск. И отдельно мультитаск. Это необычный режим из того же переключателя, а параллельная работа нескольких агентов. Он нужен, когда задачу реально можно разделить на независимые потоки. Например, один агент исследует модуль, второй прогоняет тесты, третий обновляет документацию, а вы в это время продолжаете общаться с основным чатом. Звучит мощно. Но тут тоже есть ловушка. Мультитаск хорошо работает на независимых задачах. Если же несколько агентов одновременно полезут править одни и те же файлы, то вместо ускорения вы получите конфликт, кашу и маленький фестиваль межстрадания. Поэтому мультитаск – это не волшебная кнопка «ускорить все». Это инструмент для параллельных веток работы, которые действительно можно разделить. Например, мы можем попросить его в одном потоке удалить наш Hello World, а в другом потоке добавить Goodbye World. Вот как мы видим, было создано два независимых потока. Здесь запустился один агент в своем контексте и второй агент в своем независимом контексте. Дальше он просто отчитывается об их завершении. Оба потока завершены. Вот мы видим, что Hello World здесь больше нет, есть только Goodbye World. Итак, подытожим. Как же выбрать режим? Практическая логика простая. Хотите понять код и ничего не менять? Выбирайте Ask. Хотите сделать простую понятную правку? Выбирайте Agent. Если же задача большая и комплексная, и вам нужно предварительно подготовить план, то выбирайте режим Plan. Если вам нужно воспроизвести баг, собрать какие-то рантайм доказательства, то режим Debug. Если нужно несколько независимых потоков, то режим Multitask. И вот когда мы понимаем, что такое чат, как он работает, какие режимы работы у него есть, то мы можем переходить к тому, что помогает нашему агенту уже работать не как случайному фрилансеру с улицы, а как полноценному участнику вашего проекта. К правилам. Что такое правило? Правило – это постоянный контекст проекта. Если простыми словами, то это те правила, которые курсор должен использовать во время работы над вашим проектом. Правила лежат в папке «Курсор Rules». Что должно быть в правилах? Например, вы можете положить туда, как должны называться ваши файлы, как должны называться ваши папки, какие места в проекте нельзя трогать. Может ли агент сам менять сцену, сам менять префабы?
создавать какие-то конфиги, где лежат runtime файлы, где лежат какие-то editor скрипты и так далее, и так далее, и так далее. Без правил агент постоянно немножко угадывает. А угадывание в разработке – это такая штука. Иногда работает, но лучше не строить на этом свою архитектуру. А для Unity это особенно важно, потому что Unity это не только про код, про скрипты и про C#. Unity это еще и сцена, это префабы, это scriptable объекты, это всякие addressable, бандлы, ASMDF, сборки, метафайлы и всякие прочие штуки, которые очень весело ломаются, когда агент подходит к задаче слишком творчески, скажем так. И весело значит не весело. Поэтому лучше не заводить правила в духе «делай хорошо, плохо не делай». Потому что это не правило, а пожелание на открытке. Для примера я создам простое правило, и писать я его буду не сам, его мне напишет курсор просто по моему запросу. Создай новое правило для работы с проектом Snake. Оно должно включать в себя правила работы с папками, что контроллер там для игровой логики оркестрации, Models для данных, Views для визуала, Factories для создания объектов, провайдеры для доступа к конфигам, фасад точка входа, агент не должен изобретать какие-то свои новые папки, и привожу пример того, что он не должен делать. Также мы добавляем, что агент должен работать в рамках Solid, и указываем, что агент втихую не должен менять, создавать префабы и сцены, если этого ему явно не разрешил. Если нужны какие-то настройки в редакторе, он нам об этом скажет. И вот, получилось правило. Жмем кнопочку Review и смотрим. Оно демонстрационное, но все же правило. Тут вот он расписал папки, тут расписал Solid, и здесь написал, как работать с редактором. Правило не идеальное, не защищающее от всех бед, но показывающее принцип работы. После генерации правила всегда необходимо читать, потому что агент может помочь написать правило, но ответственность за это правило все равно лежит на мне. Иначе может получиться смешная ситуация. Мы создали правило, чтобы агент не делал ерунду, а само правило тоже написал агент и туда же аккуратно положил ерунду. Круг замкнулся. Как сделать своего агента? Теперь, когда у нас есть правила, мы можем делать своих кастомных агентов. А зачем они вообще нужны? А затем, что не каждая задача должна выполняться одним и тем же универсальным помощником. Иногда нам нужен специалист по код-ревью, иногда нам нужен специалист по документированию, иногда нам нужен специальный агент, который обучен собирать требования, или специалист, который заточен по созданию маленьких прототипов игр. Специфические агентские роли лежат в папке Cursor Agents. Для примера мы создадим простого агента. Его задача не быть архитектором всего проекта, не создавать какие-то новые фреймворки и не открывать портал в абстракции. Его задача простая и приземленная – это получить спецификацию, понять объем работы, создать скрипты и вернуть нам отчет. Но здесь важный момент. В промпте агента не нужно дополнительно указывать все то, что мы уже указали в правилах. Если в правилах уже описано, с какими папками мы работаем, что мы работаем в рамках Solid, что агент не должен трогать сцену и префабы, то агенту второй раз это повторять не нужно. Иначе мы сами себе создаем рассинхрон. Сегодня мы создали правило, завтра мы его продублировали в 3 других агентах, послезавтра мы это правило изменили, в агенты внести правки забыли. Один агент следует по старому правилу, второй агент следует правилу тому, которое записано в нем, третий по новому правилу, а другой агент вообще решил все это проигнорировать и проявить фантазию. И вот у нас уже не автоматизация, а маленький зоопарк конфликтующих инструкций. Поэтому общие правила должны жить в папочке Rules. Агент только описывает свою роль, кто он, какие данные он получает на вход, что входит в список его задач, за что он отвечает, что он не должен делать и в каком формате он выдает результат. Проще говоря, правило – это то, как устроен наш проект, а агент – это про то, какую роль он играет в этом проекте. И создавать такого агента тоже не обязательно своими руками. Я точно так же попрошу курсор создать его по моему запросу. Так, но курсор создал нам все необходимые файлы и пошел даже чуть дальше, и создал нам скилл для оркестрирования всего этого процесса. Но нас пока интересует только агент. И как мы видим, он у агента расписал, кто он, что он получает необходимые данные, какие правила он использует. Зачем-то, конечно, продублировал сюда сами правила. Именно поэтому нужно вычитывать то, что пишет наш курсор, потому что пишет он иногда ерунду. Тем не менее, он внутри расписал, что этот агент должен делать. Правда, он создал нам агента в формате MD,
Но если мы изменим формат на MDC, то мы сможем указывать модель, которая будет использоваться в этом агенте. По умолчанию берется модель, которая указана у нас в чате, а в чате у нас можно указывать модель, которая будет отвечать за выполнение поставленной перед ней задачи. И мы у кастомных агентов можем указывать, какая у них будет модель использоваться. Либо она будет наследоваться от модели чата, либо будет выбираться какая-то специфическая, которая, по нашему мнению, лучше подходит для конкретной задачи. И вот курсор создал для нас агента, создал скилл, создал еще какие-то примеры, формат выходных данных. Мы, конечно, его об этом не просили, но он решил, что так будет лучше. Именно поэтому полученные файлы всегда нужно проверять. Надо смотреть, чтобы курсор не копировал в агента правила проекта. Смотрим, чтобы агент не получился слишком общим в духе «ты полезный помощник, помогай полезно». Смотрим, что у него есть понятная роль, нормальный workflow и понятный формат отчета. То есть курсор помогает вам создать агента, а вы помогаете курсору не создавать очередную невнятную ерунду. Командная работа. Что такое скилл? И раз уж курсор создал нам скилл, давайте поговорим о скиллах. Скиллы у нас лежат в папке курсор skills, и каждый skills располагается в своей собственной папочке. И при первой встрече со скиллом очень легко запутаться, потому что на первый взгляд скилл похож на агента. Там тоже текст, там тоже инструкции, там тоже подробно расписано, что надо сделать. Но смысл другой. Агент – это роль, а скилл – это рецепт. Это пошаговая инструкция, это пайплайн. Это процедура, которую можно переиспользовать в разных местах. Если агент отвечает на вопрос, кто это делает, то скилл отвечает на вопрос, как именно мы это делаем каждый раз. Он может задавать порядок шагов. Например, сначала собрать контекст, потом проверить условия, потом выполнить разработку, а потом проверить, что же мы все-таки в итоге сделали. И вернуть подробный отчет. Он может задавать логические ветвления. Если входных данных не хватает, то не фантазировать, а попросить уточнения. Если скилл заточен на то, чтобы сделать маленький багфикс, а задача выходит за рамки этого маленького багфикса, то не делать вид, что все нормально, остановиться и сказать, что здесь нужен другой процесс. Если правка не удалась, то не радостно писать, что все готово, а попытаться вернуться назад, проанализировать ситуацию и попробовать сделать фикс самостоятельно. Он может задавать ретраи с проверками. Например, один раз попробовать исправить ошибку, но не уходить в бесконечный цикл, а доложить о проблеме, если у нее не получается ее решить. Иначе так может за один запрос потратить недельный запас токенов. И скилл может задавать единый output контракт. Не просто «я что-то сделал, удачи», а нормальный, развернутый, понятный отчет. В чем причина, что конкретно сломалось, какие конкретные изменения были внесены, что не смогли проверить и какие риски остались. Это такой маленький управляемый сценарий. И здесь важно выбрать нормальный пример, потому что сделать маленькую игру – это неудачный скилл, потому что все игры разные. Змейка, кликер, платформер, крестики-нолик – это все разные игры, разные игровые циклы, разные способы проверки результата. И если мы попытаемся все это засунуть в один скилл, то он станет слишком большим, общим и бесполезным. А нам это не нужно. Скилл лучше работает там, где есть повторяемая процедура. Например, маленький багфикс. Да, понятно, что за багфикс у нас отвечает режим дебаг, но нужен какой-то простой пример с четким пайплайном. И в любом проекте появляется задача, что вот есть баг, вот ожидаемое поведение, вот фактическое поведение. Нужно найти причину и исправить. И здесь порядок действий очень важен. Сначала зафиксировать границы задачи, чтобы случайно не навести красоту в соседних модулях. Маленький баг, маленький фикс. Дальше нужно найти только релевантные файлы и найти место, где факт расходится с ожиданием. Потом сформулировать одну-две гипотезы такого поведения. Потом выбрать минимальное корректное исправление. Внести минимальные изменения без лишней уборки по соседнему коду. Потом проверить результат. Если проверка вдруг провалилась и причина понятна, то попытаться сделать один ретрай. Если причина непонятна и исправление начинает раздувать скоуп, то честно об этом доложить. И после этого возвращаем отчет по единому контракту. Вот это уже идеальный кандидат в скилл. Потому что это уже про то, как мы обычно чиним маленькие баги, чтобы не превращать маленькие исправления в маленькие миграции архитектуры. А такое, как вы понимаете, иногда случается. А что не стоит класть в скилл? Туда точно не стоит класть личность агента. Ты крутой сеньор, ты не любишь быдлокод. Туда не нужно класть одноразовые команды. Типа сделать что-то конкретное. Такое просто пишется в чате. Туда не нужно пихать сильно меняющуюся бизнес-логику. Потому что если бизнес-логика меняется очень часто, ей не место в процедурной инструкции, которые все потом просто забудут обновить. Практическое правило простое. Если это можно описать фразой «как мы всегда это делаем», то это почти гарантированно кандидат в скилл. И вот тогда скилл перестает быть еще одним промптом ради промпта. Он становится нормальным рабочим рецептом и оркестратором процесса. А рецепт – это хорошая штука. Попросим нашего агента сделать такой скилл.
Вот он создал скилл, все сопутствующие файлы и написал, что он сделал в итоге. После этого мы должны нажать кнопочку Review и посмотреть, что же тут нам агент насоздавал. Все читаем, изучаем, в случае необходимости исправляем и жмем Keep File. И так пробегаемся по всем созданным файлам. Да, чуть не забыл, чтобы вызвать конкретный скилл или вызвать конкретную роль агента, необходимо в чате написать слэш и написать название этого агента или скилла. Допустим, Snake Feature Agent или Skill Snake Bug Fix. И после этого вы указываете какую-то инструкцию, передаете входные данные и говорите, что вы хотите получить. И агент будет использовать промпт этого скилла или промпт этого агента, примерять на себя эту роль и в рамках этой роли будет выполнять задачу. А чтобы каждый раз не писать одно и то же, нашу жизнь облегчают команды. Что такое команда? Команда – это заранее подготовленный промпт запуска сценария. Команды живут в папке Cursor Commands. Команда отвечает за то, что мы стартуем, какие входные данные получаем, кого мы вызываем и что делать, если входные данные некорректны. Например, сделаем команду, которая запускает скилл багфикса и требует передать суть проблемы. Это вот Cursor создал команду, создал help по ней. В этом help написано, как эта команда работает и за что она отвечает. Команды запускаются точно так же в чате через слэш. Правда, он создал команду с таким же названием, как у скилла, и поэтому тут нужно читать описание. Тут написано, что Snake Bug Fix это скилл, а здесь Snake Bug Fix это команда. Если чат подхватил конкретную команду, скилл или агентскую роль, то они будут выделены вот таким вот оранжевым цветом. И дальше вы точно так же описываете вашу проблему, жмете Enter, команда вызывает скилл, и дальше он начинает работать. К этому моменту я записывал видео уже почти 3 часа, и на моем телефоне закончилась свободная память, и заодно он разрядился. Так что я пошел спать. Всем спокойной ночи. И снова добрый вечер. Телефон заряжен, я готов, и мы можем продолжать с того места, на котором остановились. Пример мультиагентской системы. А теперь мы соберем маленький демонстрационный мультиагентский пайплайн. И мы не просто запустим нескольких агентов, и пусть они там как-нибудь с собой договариваются. Не-не-не. Так мы не разработку автоматизируем, а устраиваем маленький цифровой балаган. Чтобы процесс был управляемым, ему нужна нормальная точка входа, оркестрация и понятный output. А точка входа, как вы уже могли догадаться, это команда. Команда принимает на вход требования или путь к файлу, который его содержит, проверяет, что файл действительно существует, требование в нем есть, оно читается, и только потом запускает сам процесс. То есть она не дает агентам стартовать на пустом месте, потому что если на входе пустота, то и на выходе получится уверенно оформленная пустота. А дальше нужен скилл. И не скилл «сделай игру», потому что мы уже понимаем, почему это плохая идея. Здесь скилл будет использоваться как оркестратор. Он не будет описывать личность проекта, он не будет задавать какие-то правила, он не будет придумывать геймплей. Он отвечает только за порядок процесса и за координацию агентов в нем. Сначала он запустит планер, потом убедится, что планер вернул нормальный план, потом он передаст спецификацию и план агенту-имплементатору, затем он вызовет агента-ревьюера, чтобы тот проверил, что было сделано, и в конце он вернет финальный отчет. На случай, если что-то пойдет не так, у скилла будут конкретные инструкции. Если планер не смог создать нормальный план, то скилл задаст нам вопросы и перезапустит процесс планирования с уточненными данными. А если агент-ревьюер будет находить какие-то проблемы в реализации, то мы будем возвращать задачу на доработку имплементиру. И если же он за 3 попытки не сможет сделать нормальное решение, то мы приостановим процесс и вернем отчет пользователю. Вот такая вот простая демонстрационная оркестрация. Просто некоторый порядок шагов, условия перехода и какой-то отчет на выходе. При этом сам скилл ничего не делает, он лишь делегирует разработку конкретным агентам. И в итоге мы получаем процесс с разделенной ответственностью. Команда запускает процесс, скилл управляет процессом разработки, конкретные агенты выполняют задачи в рамках своей роли, правила задают общие ограничения проекта, а техническая спецификация говорит нам, что нужно сделать. Да, это не крутая продакшн-махина с десятком гейтов, 30 агентами, сотней различных артефактов, которые они создают в процессе разработки, и без одинокого программиста, плачущего в углу. Да, это просто игрушечный сценарий. Но нам сейчас важно, чтобы он просто показал принцип. Перейдем в курсор и попросим его создать нам сущности для этого пайплайна.
Вот, мы расписали, как мы видим, процесс разработки. Я сейчас о нем особо не думал, брал все из головы, записал, как представляю. Сейчас он нам что-нибудь сделает, и мы попробуем по этому пайплайну сделать игру. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Вот мы видим, что он создал контракт для агента-планера. Вот мы видим, что он создал хендофф для агента-разработчика. Он создал контракт отчета для агента-разработчика. Также он сделал контракт отчета для агента-ревьюера. Формат финального отчета. Сделал сам скилл-оркестратор. Сделал файл с какими-то примерами. Дальше написал промпты для агентов. Для агента-планера, разработчика, ревьюера. Тут он сделал нам команду. Дальше он сделал helper для этой команды. Написал readme и внес какие-то правки. И в конце он написал отчет о проделанной работе. Мы не писали о том, как нужно называть наших агентов и команды, и поэтому он взял из головы просто SnakeDev. Окей. Дальше мы должны нажать кнопочку Review. Курсор выдаст нам список созданных и измененных файлов. В идеале мы их все читаем, изучаем, смотрим, не накосячил ли где-то агент, все ли нас устраивает. Жмем Keep File, Review Next File. Keep. Сейчас на этом останавливаться не будем. Пример чисто демонстрационный, наверняка там есть какие-то проблемы. Потому что промпт был расписан поверхностно. Ну и ладно, сейчас это не важно. Жмем Keep All и идем дальше. Спецификация. Теперь важная часть. Это спецификация. Спецификация говорит агенту, что и как он должен сделать. Чем качественнее прописана спецификация, тем ближе будет финальное решение к тому, что вы изначально задумывались сделать. Чем больше вы сами изначально поработаете головой, чем глубже вы разберетесь с требованиями, которые вы хотите передать агенту, тем меньше по итогу агент сам будет думать, анализировать, придумывать или угадывать. И тем меньше правок вы будете вносить. Как правильно писать такие спецификации, как придумывать требования, как их оформлять, это очень большой разговор, и это тема для отдельного видео. Сейчас я углубляться в это не буду, я просто возьму готовую спецификацию, которую написал заранее. Можно, конечно, написать агенту просто «сделай змейку», и он что-то сделает. Он же нам сделал тогда крестики-нолики. Ну и вроде бы окей. Но нужно понимать, что агенты исполняют требования чисто формально. И если у задачи есть несколько вариантов решений, то он выберет наименее простой на его взгляд. И это решение совсем не обязательно будет таким, как вы себе его представляли. Потому что змейка может быть сделана на UI или на спрайт-рендерерах. Змея может ползать по физике прямо в апдейте, а может ползать по сетке с определенной тактовой частотой. Игра может быть реализована с крутой архитектурой, с dependency injection, с кучей конфигов, с разделением ролей, с кучей классов. А в то же время агент может сделать один божественный класс и запихнуть все в него. Формально это будет один и тот же результат на выходе. Будет игра-змейка, которая будет играться. Но нас же интересует не просто формальное решение, нас интересует еще и качество исполнения, правда? И чтобы наши игры не превращались в музей случайных решений, нам нужно подготавливаться к разработке и делать спецификации. То есть мы не просим агента угадать наши мысли, мы даем ему конкретный документ с конкретными требованиями, по которым он будет работать. MCP. И перед тем, как запускать разработку, нужно упомянуть еще об одной важной штуке. MCP – Model Context Protocol. Если простыми словами, то MCP – это способ подключать к агенту внешние инструменты и источники данных. Курсор сам по себе хорошо работает с кодом. Он выполняет поиск по проекту, находит нужные файлы, вносит в них правки, создает новые скрипты, редактирует их и так далее, и так далее. Но Unity проект – это не только C# код. Это еще сцены, префабы, ресурсы, ассеты, scriptable объекты и вся эта редакторская магия. И вот здесь нам помогает Unity MCP, через которую курсор может подключаться напрямую к редактору. Это нужно для того, чтобы курсор мог работать не только с файлами скриптов, но и с редакторским контентом в Unity напрямую. С объектами на сцене, с префабами, с ресурсами, со ссылками и с прочими ассетами. То есть MCP расширяет возможности агента там, где изначально у него не хватало компетенций для полноценной работы. Но подробно рассказывать о том, что такое MCP, как они работают, как их настраивать, мы в этом ролике не будем, это тема для отдельного разговора. Здесь я сейчас просто даю справочную информацию, что такое MCP, как она помогает подключаться к внешним источникам, информации, инструкциям. Итак, давайте перейдем в курсор и посмотрим, как это все работает. Запускаем процесс разработки. Итак, запускаем нашу команду SnakeDev. Вот она.
запуск мультиагентского пайплайна. Передаем ей нашу спецификацию и говорим, что необходимо создать игру по переданной спецификации и для работы с редактором использовать Unity MCP. Я явно указываю, что для работы необходимо использовать Unity MCP, иначе курсор может не заметить, что это MCP подключено, и попробует писать файлы, сцены и префабов самостоятельно. И ему вряд ли это удастся. Запускаем процесс. Вот он пишет, что спецификация валидна, и он запустил планера. Планер запустился в отдельном изолированном контексте, и мы можем его открыть и посмотреть, что он в данный момент делает. Он собрал контекст и сейчас расписывает план. Опять же, в идеале нам необходимо все это прочитать, и если мы найдем какие-то несоответствия, надо об этом явно сказать агенту. Но в данный момент для демонстрации нам это не так важно, поэтому просто это все пролистываем и считаем, что все сделано хорошо. Дальше мы видим, что план прошел валидацию, и по пайплайну запустился агент-разработчик. Он также запустился в изолированном контексте, и мы можем посмотреть, что он сейчас делает. Вот он начал прогонять Unity MCP. Видимо, он там активно работает с ассетами. И дальше он погнал создавать C# скрипты. Во время компиляции скриптов редактор выдал ошибку, что он не может понять, какой рандом использовал агент, системный или Unity Engine. Агент увидел эти логи и уточнил, что именно он хочет использовать, и прописал явно Unity Engine. Если бы Unity MCP не было подключено, он бы это не заметил. Он сделал игру, сам запустил сцену, проверил, как оно работает, и выдал отчет. Дальше наш скилл видит, что разработчик завершил работу, и он запускает ревьюера для проверки и реализации. Ревьюер завершил свою работу и выводит отчет. По его вердикту, реализация соответствует нормализованной спецификации и отчету имплементатора, а критических расхождений не выявлено. Также он посмотрел через Unity MCP консоль и увидел, что там нет ошибок. Наш скилл уже получил отчет ревьюера и выдал свой финальный отчет. И дальше он пишет, что нам нужно просто запустить сцену и проверить, как оно работает. Управление стрелки или WASD. Ручной настройки не требуется, так как все было сделано через Unity MCP. Давайте посмотрим, что там получилось. Вот змейка бегает, управление реагирует, игра играется, счет увеличивается. Единственный косяк, который могу заметить пока, это то, что у змеи увеличивается хвост, а не туловище. А по моему требованию там было так, что хвост и голова остаются на месте, а расширяется туловище у змеи. Давайте посмотрим, работает ли поражение. Вот. Змейка коснулась края экрана, игра остановилась, открылось окно поражения и кнопка рестарт. И мы перезапустили игру. Теперь надо проверить, произойдет ли поражение в случае, если змея ударит сама себя. О! Змея пересекла свое тело и точно так же спровоцировала поражение. Давайте попросим агента доработать игру, чтобы расширялось тело змеи, а не ее хвост. Сразу стоит отметить, что пайплайн, запущенный ранее, уже завершился. И когда мы повторно пишем агенту просьбу что-то доработать, то это будет делать уже отдельный агент просто в этом чате. Потому что наш пайплайн изначально не учитывал каких-то постфиксов.
вашем случае же вы можете реализовать такой процесс, при котором он не будет завершаться до тех пор, пока вы не дадите approve и пока не будут выполнены все ваши правки. Вот он что-то сделал, мы типа все это проверили. На самом деле же все их правки нужно тщательно ревьюить. Но сейчас мы это делать, конечно же, не будем. И посмотрим, что получилось. Вот, теперь, как мы и попросили, голова и хвост всегда остаются размером с одну клетку, а тело расширяется. Success. И мы с вами не написали ни одной строчки кода. А агент по нашей спецификации создал конфиг, в котором настраиваются параметры игры. Он создал все необходимые префабы. Префаб ячейки поля, префабы предметов поля. Это яблоко, это части тела змеи. Префабы окон, геймплейное окно и окно поражения. Он создал сцену. На сцене он разместил камеру, все необходимые объекты на ней разместил, добавил компоненты, настроил все компоненты, прокинул все объекты в нужные ссылки. Создал все необходимые скрипты согласно спецификации. Сделал даже спрайты для игровых объектов. Вставил эти спрайты в префабы. Вот они у нас. Красное яблоко и разного цвета зелености части тела змеи. Вот такие дела. Заключение. И вот, сегодня мы с вами познакомились с курсором. Мы ознакомились с тем, за что отвечает LLM, как действует агент, как правило задают постоянный контекст проекта, как наши собственные агенты задают роль исполнителя, что скиллы описывают способ выполнения типовой задачи, команда запускает заранее подготовленные сценарии, а грамотная спецификация объясняет, что нам необходимо сделать и что мы ожидаем получить на выходе. И не забываем про MCP, как она помогает расширять возможности наших агентов. И в целом это уже не просто чатик рядом с кодом, а полноценная рабочая среда, где можно собственноручно создавать необходимые процессы разработки. Да, на простых примерах крестиков и змейки это может выглядеть немного игрушечно, но все те же самые принципы можно использовать на реальных боевых Unity проектах. Просто там масштаб другой. Я думал о том, чтобы создать целую серию роликов о курсоре. Мы поговорим о спецификациях, о Spec-Driven Development, посмотрим на различные MCP, которые можно использовать при разработке игр в Unity. А может быть и у вас появятся интересные идеи для новых роликов про Agentic Coding. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и обязательно делитесь в комментариях, используете ли вы сейчас курсор в разработке или смотрите на него с безопасного расстояния. Всем пока, увидимся в новых роликах.